У нас куплен домен. Он находится в доменном регистраторе Namecheap. И у нас есть Cloudflare, хостинг, к которому мы привязываем этот домен, чтобы он отображался и корректно работал. Внутри Namecheap есть агент Cloud, который ждет твоих команд, что ему нужно сделать, чтобы передать данные, какие данные ему нужно собрать для агента в Cloudflare. Дай четкую инструкцию для него. Цель ты понимаешь. Окей, мы стараемся, ни в чем не разбираясь, описать, что нам нужно просто искусственному интеллекту в веб-версии. Она просто быстрее всего работает. Есть также у нас десктопная версия и браузерная версия. Он пишет цель, шаг, агент Namecheap. Собрать агенту нужно зафиксировать NS-сервера, которые имя домена, агент получить. Так, он сразу дает кучу всяких инструкций. Он нарушает наши требования. А смотри, за один раз только инструкция одному агенту, так, чтобы он справился, какой агент должен быть первый и что он должен сделать. Дай задачу только пока что одному агенту. Дальше будем продолжать также пошагово. Просто он сразу там написал какие-то последствия, но он часто ошибается, и поэтому пока не сделано одно действие, я бы не переходил к следующему действию. Ага, он перешел к Cloudflare. Зайди, нажми, выбери, нажми Continue. Так, хорошо. Ну, давайте пробуем. Заходим в Cloudflare и открываем вот так вот. И делаем. Параллельно, пока он делает, то мы запустим десктоп-версию и спросим у нее, может ли он управлять браузерными агентами. У меня есть Cloud код, у меня есть в том числе Cloud приложение для Google Chrome. Умеешь ли ты управлять этими агентами, чтобы ты был тимлидом, а они были исполнителями? Вот, то есть браузерная версия точно этого не может. А здесь мы можем спросить, может ли он. Пусть он пока думает, размышляет над этим. Так, перед тем, как надо начать onboarding a domain, мне нужно знать, какой домен добавить. Сейчас в аккаунте есть... вы хотите добавить новый домен. Так, ну... Мы будем... Я могу, конечно, просто быстро зайти сюда, скопировать вот этот домен и ему ответить, но мы вайп-кодеры, поэтому стараемся все создавать голосом. Все, что тебе нужно, задай вопросы и скажи, какие тебе ответы нужны от агента, который будет внутри Namecheap. Это регистратор доменных имен, где куплен домен. Какие данные тебе нужно собрать, и если у тебя есть информация, где они приблизительно могут быть, то ты можешь подсказать, но сказать, что это не обязательно инструкции, и что он может отклоняться от твоих рекомендаций. Так, вставляем. Могли бы просто ему сказать домен такой-то, но нет. Заходим сюда, запускаем здесь отдельного агента. Понял, вот что нужно от агента в Namecheap задание для Cloud. Вкладка, так, например, угу. Он говорит, скорее всего, как, NS
сервера текущие, дэшборд. Ну, вот это не надо, потому что мы уже в нужном домене. Дай инструкцию, исходя из того, что агент находится в Namecheap уже в нужном домене, и дай все инструкции, исходя из того, что он уже в нужном месте. Да, мы ему упростили сильно задачу. Мы сразу зашли в нужное место. Это вот нужный домен. Где мы сейчас находимся? Ранее мы купили домен, выбрали хостинг, и еще я не выложил, потому что сегодня снимал эти видео. Следующее видео, как мы открыли аккаунт здесь, и как создали репозиторий в GitHub, как связали GitHub с хостингом Cloudflare. И сейчас вот продолжаем уже настраивать непосредственно домены. Так, задание. Точное имя домена, NS, name server, DNS, NS. Да, мне нравится. Я не имею никаких возражений против этого. И даем, опять же, в небезопасном режиме, что он может выполнять все действия, ничего нас не спрашивая. Я считаю, что это не так опасно, потому что если искусственный интеллект не обманывает, то он пишет, что он делает. А мы следим в активном режиме, что он делает. Он сделал скриншот и получает какую-то информацию, где он находится, то есть сам знакомится с сайтом, с его контентом, с его структурой. Он разбирает, что есть 11 шагов в задании. Или он уже выполнил это все в 11 шагов. Окей. Он пишет, что текущий NS такой-то, это стандартный NS для Namecheap. Выбранные ничего не менял, ждет тебя NS-серверов, которые в Cloudflare, и я их пропишу. Почему-то не отрабатывает вот эта кнопка. Или отрабатывает, сейчас попытаемся вставить. Нет, не отрабатывает. Визуала не было. Ну-ка, может быть... да, чуть-чуть смещена. Визуал. Видите, как мы разбираемся в этом всем. Тут просто что-то оно не хочет. Окей, какой-то баг. Нашли баг. Вот, отвечаем ему на вопрос. То есть он спросил, какие адреса NS-сервера. Фактически вот благодаря вот этим вот именам NS-сервера домен, пользователь, переходя с вот этого домена, будет попадать на сервер, и доменное имя не будет пустым. То есть как сейчас выглядит этот домен. Мы на него заходим, и здесь ничего нету. Причем даже браузер не смог зайти на этот домен, потому что там даже пустоты нету, даже файлика нету, который бы принимал всех пользователей. Но мы это исправим. Так, задание для клауда. Ага, он еще формирует задание. Он автоматически вводит название домена, которое он получил от того агента. Это правильное название. В принципе, можно сказать, что натыкать, может быть, я это все бы быстрее натыкал. Может быть. Но так как
я не работаю, то я... Так, что он выберет? То я не так устаю. Я очень надеюсь, что он выберет бесплатный план. Он так быстро это все сделал, что непонятно, что он выбрал. Да, вот здесь вот написано free. Хорошо. А он нас не ввел в какие-то дополнительные траты. Он именно идет по тому пути, который нам надо. Выбрал free. Он куда-то зашел, и здесь есть данные, которые он скопирует и передаст в другого агента. Ну, точнее, мы передадим. А пока мы можем вернуться в Cloud Desktop. Давай разберу по-честному, что я могу, что я не могу. Что я могу прямо сейчас. У меня есть прямой доступ к инструментам Cloud in Chrome. Я могу управлять браузером, открывать вкладки, кликать, заполнять формы, читать страницы, делать скриншоты. Это работает прямо из этого чата. Также у меня есть доступ к контейнеру Linux, и я могу написать код, создавать файлы, запускать баш-команды, работать с документами. Чего я не могу? Я не могу напрямую отправлять команды в Cloud Code как отдельному агенту. Так, Cloud Code. Я могу выступать координатором в режиме Team Lead. Ты описываешь мне задачу. Хромагент. Я же. Я сам выполняю браузерные задачи, исследования. То есть получается пока что это не реализовано, хотя у Cloud Code уже есть работа командой. Окей. То есть в принципе может быть все, что мы здесь делаем и делим между двух вкладок, то можно попытаться попросить его сделать одного, и он будет самостоятельно уже это делать и переключаться между вкладками. Ну, давайте это сделаем. Заходим в браузерный, пишем вот это и пишем вот это. И описываем ему задачу. До этого я работал с двумя браузерными агентами, но если ты действительно можешь управлять браузером, то, пожалуйста, сделай это. Что мы сейчас делаем? Вот ссылки, куплен домен Namecheap, Namecheap, и его надо привязать к Cloudflare. Часть работы уже сделана, часть еще нужно подхватить и сделать. То есть фактически тебе нужно будет переключаться между двумя вкладками и вносить информацию, и искать в интернете информацию, если что-то будет не получаться. Попробую это сделать, а я буду за тобой наблюдать. Окей. Как установить десктопную версию? Cloud. Так, это Cloud Code, PyCharm. Так, вот. Как установить Cloud Code Desktop, через который мы работаем. То есть, получается, мы сейчас делаем связку Cloud Google Chrome и десктопная версия. Вот эти вот два видео вам могут быть полезны. Выбираю Ctrl-X, возвращаюсь в Cloud Desktop, и ссылки уже у нас есть. Вставляю, отправляю задание. Посмотрим, что он будет делать. Отлично, задача понятна. Нужно взять... Ну, я просто сталкивался с тем, что бывает такое, что он начинает делать, но у него не получается, то есть он не может сделать. А бывает, берется и делает. Так, я вижу, что он открывает отдельную вкладку. Так, ну окей. Мы даем ему полную свободу. Только где эта вкладка? Она исчезла.
Мы разрешили ему все делать, а диагностировал ошибку доступа и наметил прямую навигацию. Ага, то есть он сейчас барахтается на уровне получить доступ к браузеру. Вроде начал все хорошо, но вот посмотрим. Так, у нас тут появился клауды. Да, конечно, сомнения вызывают. Ну, пусть пока он думает, мы продолжим делать то, что мы делали до этого. Получается, этот поработал и говорит, вот инструкция для агента MailChimp. Страница домена, нужно сменить NS. Вот NS1. Интересный NS. Эллиот, Рита. Класс, прикольно. Креативненько. Хорошо. Заходим сюда, вставляем, пока этот еще думает. То есть этот что-то думает, и по звуку слышу, что дополнительно напрягает наш процессор. Если честно, я даже не знаю, пока что как-то десктоп login to cloud in Chrome, make sure signed. Похоже, соединение с Chrome расширен. А может тем, что он стучится доступом к Chrome, может он его сломал? То есть он хочет переподключиться. Но сломал ли он этих? Нет, у этих все нормально, еще все шевелится. То есть этот доработал, передал мяч на сторону этого агента MailChimp. И этот, да, он сам тут прописывает, сам сохраняет. Мы не особо так смотрим, там переключаемся между чем-то. Ну, он сказал, что не может, что у него нет доступа к Chrome. То есть он попытался, вроде бы я ему дал все разрешения, все права, но где-то там что-то на уровне MCP управления отвалилось. Так что закрываем и выгружаем его из памяти правой кнопкой Quit. И продолжаем с стабильными версиями Cloud браузерные. Так, он говорит, что обновлены и прописаны, показал подтверждение, то есть изменения приняты, но полная пропагация DNS может занять до 48. Так, в пределах 15-30 можешь завершить активацию на стороне Cloudflare. Окей. Вроде бы мы все прописали, но тестировать мы сможем очень не скоро. От 15 минут до 2 суток. Хочется пролистать выше, ниже, чтобы посмотреть, что там есть, чего там нету, но я не хочу его сбивать, потому что если мы начинаем управлять, то он теряет точку где он сейчас был, и ему сложно тогда переместиться к точке Б, куда он хочет прийти. То есть он кликнет не в том месте, еще что-то. Так, все сделано, домен добавлено. Ну и пишет то же самое, что надо посмотреть через какое-то время, когда оно перепривяжется. Мы пытаемся заходить, и пока что редирект такой.
А я бы еще хотел у него узнать, как проверить, что точно все переперевязалось. Ну, хотя, да, я бы все-таки перепроверил. А как мы можем проверить, что на уровне Namecheap все прописано правильно? Есть ли какие-то дополнительные, хитрые, классные, интересные вопросы, которые ты можешь задать твоему брату в Namecheap? То есть там же есть достаточно много подкатегорий, которые можно выбирать для того, чтобы прописать name-сервер. И, может быть, я буду ждать 2 суток, но на самом деле там что-то неправильно прописано. То есть там было какое-то выпадающее меню, это выпадающее меню не было выбрано, или в этом выпадающем меню была выбрана неправильная категория этого NS-сервера, потому что, ну, здесь же есть всякая специфика. Давай мы перепроверим и дополучим дополнительную информацию от агента, который в Namecheap, что он все правильно сделал и что все правильно прописал, чтобы он зашел, перепроверил, дал варианты, какие были вообще опции при регистрации и что он конкретно выбрал. Не только результат, а вот именно детальные шаги, чтобы ты посмотрел и логически проверил, по твоему мнению, все ли так. Давай сделаем такое задание твоему брату. Так, надиктовали. Заходим сюда, Enter и отправляем. Отправляем в Cloudflare, потому что он выступает у нас, можно сказать, заказчиком. И как заказчик он как раз владеет некоторой информацией, как ведет себя сервер в облаке, хостинг. Отличная идея, он нас хвалит. Перепроверка экономит нервы, но на самом деле да. Вот задание. Какие варианты доступны? Есть зеленая галочка. Если секция... Ну, супер. Мне нравится то, что он написал. Я так по верхам прочитал. И сейчас мы это вставляем в другого агента в Namecheap и смотрим, как Namecheap будет выполнять эту инструкцию. Изначально он сделал скриншот, чтобы посмотреть, где он находится. Визуально мне кажется, что вроде бы все нормально. Но я просто помню, что у каждого доменного регистратора там есть какие-то особые моменты, об которые можно споткнуться. То есть там, выбирая какое-то доменное имя, можно выбрать неправильную категорию этого домена, как его категоризовать. И там бывают там 2-3 варианта, и только один из них работает, и они работают именно в связке. То есть связка доменного регистратора и связка вот хостинга, то есть Namecheap и Cloudflare. И вот именно удостовериться, что не просто глобально он сделал, как понимал, а что именно те настройки, которые нужны для связки этих двух микросервисов, то вот что оно все хорошо будет работать. Так, вот детальная проверка всех настроек. Ну, и добавим от себя.
Вот такой ответ был получен от твоего брата. Скажи, ответил ли он на все интересующие тебя вопросы, нравится ли тебе его ответ, или он что-то сделал не так. А, Выскажи любое мнение, если где-то мы что-то ошиблись или где-то еще можем как-то подстраховаться. Потому что 2 дня ждать просто так неохота. Так, Enter. Отправляем в Cloudflare, в клауды, браузерные приложения. Думал, короткое видео будет, но да, уже как-то затянулось. Ну, ничего. Надеюсь собирать аудиторию думающую, для которой час или 2 видео не проблема. Если вы еще досмотрели до этого отрезка, значит, это вы. Поздравляю, вы вдумчивая аудитория. Так. Ответ отличный, брат, молодец. Ответил на все вопросы, детальные по делу. Давай. Окей, ну если его все устраивает, то тогда хорошо. Что попытаемся еще раз пройти по этому домену. И уже что-то сработало. До этого у нас грузился просто какой-то сайт, а здесь уже что-то... нет. Просто это не догрузился до конца этот сайт. А что должно было быть по факту? По факту должен был быть... Локальный там адрес был, и мы в GitHub настраивали, что он должен писать там «Привет» и версия 2. Вот, то есть тут должен был быть невзрачный HTML текст, но его нету. Ну что, будем надеяться, что все настроили. Будет склейка и будет результат, получилось или нет. Если не получилось, то все ошибки и все преодоления также будут записаны без купюр. Продолжайте смотреть. Сейчас это все будет. Для меня это время, для вас это будет прямо сейчас. Кликаю правой кнопкой. Run из администратор. Да. Пишу клауды. Запускается версия CNET 4.6. И я его прошу проверить для сайта. Проверь, какой ответ сервера по этому адресу в интернете. Так. Да, единичка. Включаем визуализацию. И отображение клавиш и сочетаний. Что мы сейчас делаем? Мы создали репозиторий на GitHub. Мы подключили репозиторий к Cloudflare. И сейчас мы находимся в процессе подключения домена к хостингу. И, агенты нам сказали, что от 15 минут нужно ждать до 48 часов. Вот поэтому, чтобы вручную не заходить и не проверять, стал ли доступен наш сайт, то я решил написать бота, демона, который постоянно будет заходить и проверять этот сервак, доступен ли он или нет. Для того, чтобы правильно написать этот скрипт, то я выполняю ряд действий. Первое действие — это
установить, какой факт сейчас. То есть открывается ли эта страница, и если открывается или не открывается, то к какому статус-коду можно привязаться. То есть статус-код ответ сервера там 200, это все хорошо. А сколько там, 400, да, это сервер недоступен. То есть что-то должно быть у нас такое вот, что сервер недоступен, и мы должны к этому привязаться. Ну а то, как сайт уже работает, то это уже просто будет. Это уже будет просто. Так, он что-то делает, вроде бы, да? Я не вижу от него какой-то активности. То есть здесь оно как-то подзастыло. Хочу открыть еще один. И посмотрим, кто из них. Ага, он пытался достучаться, то есть он выполнял работу и пинговал. И вот это результаты пинга. Так. Окей, да, проверь. Ну, да, тогда еще один нет смысла запускать, то есть здесь проводится какая-то работа. Max time limit. Ну, я бы ожидал там не дольше там 3 секунд. Сейчас мы его исправим. То есть он ожидай ответ сервера не дольше 3 секунд. Так, и здесь мы нажимаем троечку, наш вариант. Ctrl-Shift-V, Enter. Он переписал вместо 10 на 3, потому что мы там сидели и ждали, а он там длинные задержки сделал, и поэтому вот нам как бы пришлось ждать там почти минуту или больше. Окей. Сервер запрашивает метод head, который использует curl. Сервер работает на Cloudflare. Сейчас существует и отвечает быстро. Цепочка редиректов 302 found. Перенаправление через namecheap. Ой, какой он молодец. Все. Метод not allowed. Cloudflare блокирует head запросы. Так, вот это вот можно, кстати, сразу скормить вот этому нашему помощнику, который в Cloudflare. И услышать, что он скажет. Мы там никакого вопроса не задали ему. И попробуем еще раз войти. То есть, если уже связка поднялась, то откроется ли сайт? Нет. Я не вижу открытого сайта. А меня что смущает? Я сейчас озвучу. Что если уже пингуется и виден редирект, что сервер Cloudflare и что сервер работает на Cloudflare, сайт существует и отвечает быстро. Где тут было про Namecheap? В общем, он видел эту связку. Так. Цепочка редиректа. Found. Перенаправление через namecheap. Ага, вот. То есть перенаправление через namecheap, которого мы должны были ждать 2 суток, оно уже работает.
и теперь это уже доходит до Cloudflare. То есть если Namecheap это сделал мгновенно, то здесь оно уже должно отобразиться быстро. Так, хорошие новости, важное наблюдение. Curl показал, что DNS уже работает. Вот, да, то есть нам а, хорошо, что мы не ждали 2 суток. А то он сказал, там, 2 суток ждать. Ну, мы бы ждали. Вот. А хорошо, что мы начали тестировать, писать какого-то демона, робота-проверщика, который будет заходить и через какое-то время стучаться на сервак и понимать, что и как. Для написания этого демона мы начали фиксировать статус то есть как сейчас есть по факту. И мы обнаружили, что уже все сработало. Вот. Поэтому тестировать хорошо. Сервер Cloudflare отвечает на запрос. Это значит, что NS-серверы уже пропагировались на уровне интернета. Однако Cloudflare на своей стороне еще не подтвердил активацию. Все еще показывает waiting for your register to propagate. Это нормально. Cloudflare проверяет NS периодически по собственному расписанию, а не в реальном времени. Колонка check name servers now иногда срабатывает. Не сразу. Ага, мы можем просто нажать check name servers now is not checking the name server for is now. Ага, то есть мы вручную сейчас запустили это, и потому что вычитали, что... Ну да, я не в интерфейсе, а в ответе агента прочитал, что есть такая кнопка, начал ее искать, нашел и нажал ее принудительно, чтобы Cloudflare, может быть, прямо сейчас поискал, может быть, уже все перепривязалось. Попробуем. Пока еще нет. Please wait a few hours for an update. Окей. То есть, во всяком случае, мы ускорили работу. Здесь уже все перепрописалось на... Давайте похвалим. Ты молодец. Все сработало. Так, и эту вкладку можно закрывать, потому что вот здесь у нас в консоли есть подтверждение, что перенаправление через Namecheap. И уже на стороне Cloudflare. Все. Так, мы закрываем эту вкладку. Delete Group. Наверное, даже Don't Ask Again. Да. Так, здесь у нас открыто... Это закрыть можно. Так, и здесь просто попробуем обновиться. Вроде бы сработало. Сейчас глянем. Так, еще нет. Еще не сработало. Где была эта кнопка «Проверить сейчас»? Давайте пообщаемся с ним. Проверь. Я нажал кнопку «Проверить NS сервера сейчас», и он начал проверку. Сейчас он что-то, какую-то зеленую галочку там, что что-то там защищено. Посмотри, какие изменения сейчас есть на странице, и нужно ли сейчас в активном режиме нам что-то сделать. Вот мы вот такие вот, да, веб-кодеры, которые диктуем. Ой, я это все записывал. Ладно. Так, отправляем, и я возьму небольшую паузу.
Так, читаем, что он тут написал. Домен активирован. Вот что на экране. Your domain is now protected by Cloudflare. Зеленая галочка. Домен полностью активен. Подтвердил, что трафик теперь проксируется через их сеть. Кеширование, скорость, защита от ботов. Все включено. Что нужно сделать прямо сейчас? Привязать домен к Worker, чтобы при заходе на домен отображался ваш индекс. Сейчас домен активен, но он указывает на старый IP парковочной страницы Namecheap. Нужно перенаправить его на Worker. Хотите, чтобы я сейчас зашел в настройки Worker и привязал к нему custom домен? Супер, да? Вот как мы ловко это все сделали, да? Ну и сервисы очень молодцы, то есть мгновенно работают. Namecheap мгновенно сработал, то есть перепривязал записи сразу после запроса. Cloudflare, да, у него есть некоторая экономия своих ресурсов, то есть он не сразу проверяет, не часто проверяет, но зато у него есть кнопка. То есть если кто-то уже перепривязал это все, то можно просто зайти и нажать кнопку «Тоже выход». Ну, я думаю, там раз в сутки он хотя бы заходит, проверяет. Так, он делает скриншот. Log push until workers has moved. You can now access. Интересно, это он, получается, поставил туда мышку и увидел. Последнее, что ты делал, это проверял на неймчипе уже NS-сервер привязался, Cloudflare его уже видит, и теперь еще просто не запущен worker, который делает возможным просмотр индекс HTML. Продолжи, пожалуйста, работу с момента, где ты остановился. Крашнулась система. Хорошо, что пишу в формате, который, если обрубается запись, если крашится система, то сохраняется полностью, но все равно. Так. Окей. Сейчас глянем, что он будет делать. Для меня это действие не явное. Ага, это вот тот локальный сервак, к которому мы изначально были привязаны. И от этого локального сервака, наверное, отвязывается или может что-то еще добавиться дополнительное. Ага, то есть он добавляет кастомный домен. Хорошо. Ага, вот build, worker and pages. Вот почему он говорил worker. Сам вписывает, хорошо. Он вписал. Здесь уже что-то. Так, он сказал, что домен уже в работе, там выдала ошибку, такую вот Cloudflare. И продолжай. Отвалилась видеозапись. Поэтому остановил работу агента, перезапустил
запись и продолжаем. Мгм. Ну, тут я во всяком случае пока что рад, что он нам помогает в активном режиме в браузере, потому что вот эти вот уже настройки для меня сложноваты. Чтобы привязать сюда, нужно здесь отвязать. Или что он делает? Делает скриншот, кликает. Он проверяет сейчас, что внутри. Угу. Ищет нужное. Вернулся обратно на эту страницу. И сейчас будет, я думаю, добавлять домен кастомный. Или сюда, да, add. Вот он был. Только вот интересно, я не видел, не понимаю, что он сделал там. Если вспомню, то интересно будет глянуть, какие действия он там выполнял. Так, он прописал домен. Вроде бы он сейчас появился. Давайте попробуем. Готово! У нас все действительно случилось. Вот так вот начали писать демона, оказывается, и на стадии тестирования факта обнаружили, что вся связка уже работает, только нужно донастроить на стороне Cloudflare. Decline. Все работает. Спасибо. Ты молодец. Все, мы прервали его работу. Ну, дадим обратную связь, что все получилось, что он выполнял все правильные действия, и у него действительно получилось. Итог. Worker был заполнен и работал на факт witness. Тут внутренние настройки, куда перенаправлять. То есть, да, вот это как раз я хотел посмотреть в истории, но он сразу сам выдал. Получается, вот этот вот билд нашего гитхаба, он собирался на локальный сервак, и это было прописано внутри Cloudflare, где собирать эту сборку. А сейчас мы уже дали наш домен, который корректно работает. Удалил старые DNS-записи в зоне, факт witness, указывающий на IP-шник внутри ECNAME с привязкой worker. В общем, я очень рад, что мы веб-кодили. Это действительно прикольно и сложно, и он быстро справился. То есть по сравнению с тем, что открывать браузерную версию, туда что-то писать, копировать какие-то скриншоты, то он сам все здесь видит, делает скриншоты и понимает факт. Привязал кастомно и выполняет сам. То есть мы могли отвлечься на какие-то там моменты, что-то делать параллельно, а он все равно бы
продолжал работать в этой вкладке и качественно. Так, привязали кастомный домен к воркеру. Супер, хорошо. Что у нас получилось сделать сегодня? Ну или в предыдущих видео, да? У нас получилось купить домен. Здесь мы купили домен. Здесь мы выбрали хостинг. Потом мы настроили хостинг. Потом мы создали репозиторий в GitHub. Потом связали GitHub с Cloudflare. Потом мы связали имя домена с Cloudflare. Вот, так что все получилось. Поздравляю вас. Пусть у вас растут проекты единороги, пусть у вас все получается. Финансового вам благополучия.